Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске Новосибирск накрыл снегопад, пыльная буря в Китае, разрушительный шторм и наводнение в Аргентине, а также аномально крупный град во Вьетнаме и Саудовской Аравии и другие не менее интересные события. В пятницу на Новосибирск обрушился снежный буран, кардинально изменивший облик города всего за несколько часов. Несмотря на середину весны, столица Сибири вновь оказалась во власти зимы. С самого утра улицы засыпало крупными хлопьями мокрого снега, а порывы северного ветра достигали 14-20 метров в секунду. Резкое ухудшение погоды привело к серьезным проблемам на дорогах. Автолюбители сообщали о снижении видимости, которое в пиковые моменты метели сокращалось до 500 метров. Пешеходы, уже успевшие сменить гардероб на весенний, были вынуждены вновь доставать зимние пальто и шапки из-за резкого падения температуры. По данным специалистов Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, причиной погодной аномалии стало попадание региона в тыловую часть обширной тропосферной ложбины. Этот барический рельеф обеспечил беспрепятственное поступление новых порций арктического воздуха, из-за чего среднесуточная температура в эти дни оказалась значительно ниже климатической нормы. Сильный снегопад охватил не только областной центр, но и районы области, где местами высота свежевыпавшего снежного покрова достигла 7 сантиметров. В пятницу город Санта-Роса, столица аргентинской провинции Ла-Пампа, столкнулся с последствиями разрушительного шторма, вызвавшего масштабное наводнение. Сильный ливень, в ходе которого менее чем за час выпало от 80 до 90 мм осадков, а в некоторых районах и вовсе свыше 130 мм, полностью парализовал городскую инфраструктуру. Интенсивный поток воды быстро превысил возможности ливневой системы, что привело к разливу местных каналов и подтоплению берегов лагуны Дон Томас. Основные транспортные артерии превратились в бурные реки, сделав движение легкового транспорта практически невозможным. В районе Ара-Сан-Хуан на улицах Тоскана и Сан-Хосе десятки семей оказались заблокированы в своих жилищах из-за стремительного подъема уровня воды. Стихия нанесла серьезный ущерб энергетической сети. Выход из строя нескольких электроподстанций привел к массовым отключениям электричества в различных районах города. Кроме того, были зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев и обрывов линий электропередач. В связи с критической ситуацией муниципалитет объявил красный уровень тревоги и обратился к населению с просьбой оставаться дома до улучшения погодных условий. Мощный грозовой шторм, сопровождавшийся аномально крупным градом, обрушился на северо-западную провинцию Вьетнама Лаокай. Основной удар стихии пришелся на высокогорный район Бакха, где ледяные снаряды диаметром от 5 до 7 сантиметров беспрерывно падали в течение 20-30 минут. Местные жители, потрясенные масштабами случившегося, отмечают, что не видели ничего подобного с 2013 года. Град с легкостью пробивал кровлю домов, разбивал оконные стекла и нанес серьезные повреждения автомобилям. Помимо материального ущерба жилому фонду, шторм уничтожил значительные площади сельскохозяйственных угодий, серьезно повредив посевы и фруктовые сады, которые являются основой экономики региона. Местные власти уже выделили необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим семьям, чье жилье стало непригодным. Корональная дыра существует на Солнце уже несколько месяцев, периодически возвращаясь к Земле с интервалом около 27 дней. Появление объекта напротив Земли запускало магнитные бури уровня G1, G2. Примерно такой же прогноз выдан и на этот раз, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Наиболее сильное воздействие ожидается в первые двое суток, в субботу и воскресенье, а вообще нестабильная геомагнитная обстановка продлится неделю. Кстати, за первые 100 дней года магнитные бури наблюдались в течение 24 дней, то есть каждые четвертые сутки. Этот год пока находится на втором месте в текущем столетии, уступая только 2003 году.
Канадский Калгари столкнулся с мощным весенним штормом, который принес в город суровые зимние условия и вызвал масштабный транспортный коллапс. Уже в первые часы непогоды полиция Калгари зафиксировала около 47 дорожно-транспортных происшествий. К утру четверга ситуация на дорогах стала критической. Снежный покров в различных районах города составил от 10 до 26 сантиметров. Видимость была сильно ограничена из-за метели, при этом порывы ветра достигали 50 км в час. Городские службы Калгари перешли на усиленный режим работы, задействовав снегоуборочную технику для расчистки основных магистралей. Снегопад также повлиял на работу общественного транспорта. Компания Calgary Transit ввела снежные объезды для ряда автобусных маршрутов, а в международном аэропорту Калгари предупредили о возможных задержках рейсов из-за необходимости очистки взлетно-посадочных полос. Несмотря на экстремальные погодные условия, большинство школ города остались открытыми. Тем не менее, синоптики прогнозируют, что уже к выходным в регион вернется тепло с температурой до плюс 21 градуса Цельсия. Курьезный инцидент произошел в Пекине во время подготовки к масштабному полумарафону гуманоидных роботов. Один из высокотехнологичных участников потерпел сокрушительное фиаско, не успев преодолеть и первого метра дистанции. Сразу после команды к началу движения робот-гуманоид потерял равновесие, запнулся о стартовую линию и буквально разлетелся на куски на глазах у изумленной публики. Особого внимания удостоилась реакция персонала. К пострадавшему мгновенно выдвинулась бригада техников со специальными носилками. Сцена больше напоминала эвакуацию травмированного футболиста. Организаторы подчеркивают, что подобные неудачи – естественная часть процесса отладки сложнейших систем навигации и балансировки, которые должны позволить машинам конкурировать с людьми на дистанции больше 20 километров. В Нижегородской области началось постепенное отступление паводка, хотя ситуация в ряде районов остается напряженной. За последние сутки новых сообщений о подтоплениях в дежурные службы МЧС не поступало. Напротив, в регионе наметилась положительная динамика. От воды освободились 3 жилых и 57 садовых дома, а также более 220 приусадебных участков. Несмотря на спад уровня воды, последствия разлива рек все еще ощутимы в 18 муниципальных образованиях. В зоне подтопления остаются 9 жилых домов, более 220 участков, 12 низководных мостов и 9 отрезков автомобильных дорог. Сложная обстановка сохраняется в Навашинском, Уринском, Выксусском и Воскресенском округах. В Нижнем Новгороде из-за обильного таяния снега подтопленными оказались территории кладбищ, что вызвало обеспокоенность горожан возможными экологическими рисками. По официальным данным, погибших и пострадавших в результате весеннего половодья нет, массовой эвакуации населения в пункты временного размещения не требуется. В пятницу Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая накрыла пыльная буря. Эпицентром удара стал город Куйтунь, который в считанные минуты накрыла массивная стена пыли и песка, поднятая шквалистым ветром. По данным метеорологических служб, скорость порывов в районе бедствия достигала 34 метров в секунду, что соответствует силе урагана и значительно превышает порог безопасности для городской инфраструктуры. Стихия привела к резкому ухудшению видимости на дорогах, местами она сократилась до нескольких метров, что заставило власти полностью перекрыть движение на ключевых магистралях и приостановить работу общественного транспорта. Местные экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности. Поступали сообщения о поваленных деревьях, поврежденных рекламных щитах и временных перебоях в электроснабжении из-за обрывов линий электропередач. Метеорологи предупреждают о сохранении нестабильной погодной обстановки в северных районах Синьцзяна и призывают население сохранять бдительность. В небе над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью заметили необычное явление, напоминающее яркую комету с расширяющимся светящимся хвостом. Завораживающее зрелище, вызвавшее бурное обсуждение в социальных сетях, получило официальное объяснение. След в небе оставляла ракета-носитель среднего класса «Союз-2-1Б». Как подтвердили в госкорпорации «Роскосмос», успешный старт состоялся с государственного испытательного космодрома «Плесец» в Архангельской области.
Ракета вывела на орбиту космические аппараты, запущенные в интересах Министерства обороны России. Эффектный визуальный след, который горожане приняли за комету, возник из-за специфических условий прохождения ракеты через слои атмосферы, когда продукты сгорания топлива подсвечиваются лучами Солнца, находящегося за горизонтом. В горах при Эльбрусье 16 апреля зафиксирован сход снежной лавины с ледника «Семерка». Массивный пласт снега сошел со склона пика Дангус-Орун, подняв гигантское облако снежной пыли, которое на несколько минут полностью скрыло из вида окружающие ландшафты. Очевидцы запечатлели на видео масштаб стихии, отметив, что грохот от движения снежных масс был слышен за несколько километров. Инцидент обошелся без пострадавших, так как основная масса снега остановилась вдали от жилых построек и популярных туристических троп. Данное природное явление было вызвано резким потеплением и нестабильностью снежного покрова, характерными для середины апреля на Кавказе. В связи с сохраняющейся угрозой повторных сходов, спасатели МЧС призывают туристов не выходить за пределы маркированных трасс. Провинция Хаиль на северо-западе Саудовской Аравии оказалась в эпицентре мощного атмосферного фронта, принесшего с собой экстремальные погодные условия. Затяжные проливные дожди не прекращались в течение всего дня, превратив засушливые ландшафты в зоны повышенной опасности. Основной удар стихии пришелся на вторую половину дня, когда на регион обрушился крупный град, местами достигавший размеров мяча для гольфа, что привело к повреждению транспортных средств и построек. Национальный центр метеорологии выпустил экстренное предупреждение, зафиксировав сильные порывы ветра и интенсивную грозовую активность. Непогода вызвала мгновенные паводки, потоки воды стремительно заполнили низины и перекрыли ключевые транспортные артерии, связывающие Хаиль с соседними регионами. В связи с ухудшением видимости и риском образования водных ловушек, дорожная полиция ограничила движение на ряде трасс, призывая граждан оставаться в помещениях. Несмотря на суровость шторма, метеорологи отмечают, что подобные весенние циклоны становятся более частым явлением для полуострова, требуя адаптации городской инфраструктуры к резко возросшим уровням осадков. На альпийском маршруте Татеяма-Курабе в Японии стартовал туристический сезон, ознаменованный открытием знаменитого снежного коридора Юки-но-Отани. С 16 апреля путешественники вновь получили доступ к уникальной высокогорной трассе, пролегающей через величественные северные японские Альпы. Главной достопримечательностью этого года стали колоссальные снежные стены, высота которых в наиболее глубоких участках достигла впечатляющей отметки в 20 метров. Этот природный феномен формируется в результате многомесячных снегопадов и последующей расчистки дороги мощными роторными снегоочистителями, которые прорубают узкий проход сквозь многометровые толщи льда и снега на плато Муродо. Несмотря на суровые климатические условия на высоте 2450 метров над уровнем моря, первая волна туристов уже посетила локацию, чтобы совершить пешую прогулку между ослепительно-белыми стенами под ярко-синим весенним небом. Организаторы маршрута отмечают, что текущий уровень снега является одним из самых высоких за последние несколько лет, что гарантирует сохранность коридора вплоть до начала лета. Северо-восточная часть Онтарио и бассейн реки Оттава столкнулись с угрозой масштабных паводков, вызванных затяжными дождями и интенсивным таянием рекордных запасов снега. В северо-восточном регионе община Moose Cree First Nation начала добровольную превентивную эвакуацию наиболее уязвимых жителей из-за резкого подъема воды в бассейне реки Мус. Министерство природных ресурсов Онтарио зафиксировало в этом районе экстремальное накопление снежного покрова, что в сочетании с прогнозируемым потеплением создало критическую нагрузку на водные пути. Накаляется ситуация также в бассейне реки Оттава. Регулирующий совет подтвердил превышение уровней малого паводка на участке от Пембрука до Карелиона. В Пембруке вода уже начала затапливать прибрежные парки, лужайки и отдельные участки дорог.
По прогнозам специалистов, к выходным уровень воды может достичь категории сильного паводка, угрожая жилым домам и городской инфраструктуре в низменных районах, таких как Гатино, Арн-Прайер и Камберленд. Особо тревожная ситуация складывается в Форт-Кулунже, где уровень воды уже побил исторический рекорд для этой даты, и ожидается его дальнейший рост до отметок, превышающих исторический максимум более чем на полметра. Власти Оттавы и окрестных муниципалитетов объявили режим повышенной готовности. В городе развернуты пункты выдачи мешков с песком, пожарные службы проводят подворовые обходы в зонах наибольшего риска, таких как Констанс-Бэй и Фицрой-Харбор, помогая жителям подготовиться к возможной эвакуации. В центральной части провинции, в округе Минден-Хиллз, было введено чрезвычайное положение. Там уже закрыты несколько мостов и дорог из-за размывов и затопления дорожного полотна. Жителям пострадавших регионов настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность вблизи береговых линий, так как быстрое течение и прибывающая вода делают условия крайне нестабильными. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.